И сегодня же, в канун Светлого Воскресения Христова, принято освящать куличи. Кулич. Куличи. 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 Кулич. Куличи. Гигантский кулич. Попалась на глаза картина «Тайная вечеря». Здесь Иисус и апостолы последний раз вместе отмечают Пасху. Но где куличи, подумал я. Иисус – основатель христианства, апостолы – его последователи. Где же куличи? Что не так в моей логике? Давайте разбираться. Давайте рассуждать логически. Если, к примеру, для юристов Библией служит Уголовный кодекс, для поваров – книга рецептов, то для христиан Библией служит Библия. О, какой неожиданный вывод. Библией для христиан служит Библия. Давайте тогда в ней и поищем ответ. Компьютеры очень помогают. Итак, ищем слово «кулич» в Библии и ничего не находим. Ни одного совпадения. Странно. Но продолжая исследовать Библию, вы заметите еще больше странностей. Оказывается, Библия не знакома вообще с таким праздником, как христианская Пасха. Об этом празднике не упоминают ни апостолы Христа, ни вообще Новый Завет. Как такое может быть? Сегодня православные христиане отмечают свой главный праздник – воскресение Иисуса Христа или Пасху. Самый главный день в году. Самый такой святой, большой праздник христианства. Да, в градации православных праздников он самый главный, стоит даже выше Рождества. Возможно ли, чтобы в учебнике по химии ни разу не упоминалась таблица Менделеева? Возможно ли, что в Библии не упоминается самый важный праздник? Не будем вас долго томить, давайте коротко обсудим некоторые вопросы, но прежде всего, конечно же, в руки возьмем Священное Писание. Итак, вопрос первый. Что это за праздник? Пасха. Пасха – это еврейский праздник в честь выхода евреев из Египта. В Библии, в книге Исход, мы видим, что она из себя представляла. Нужно было взять ягненка, испечь его и съесть мясо вместе с пресным хлебом и горькими травами. Никакой дрожжевой хлеб не допускался. Более того, даже просто иметь у себя дома закваску считалось очень большим грехом. Следующий вопрос. Праздновал ли Пасху сам Иисус? Конечно, ведь он был евреем и жил в Израиле. На столе в этот вечер был, собственно, сам ягненок, помимо него пресный, незаквашенный хлеб, горькие травы и вино. С еврейской Пасхой все ясно, но есть же еще христианская Пасха, разве нет? Нет, на самом деле в Библии такого праздника просто не упоминается. Для примера приведу такую иллюстрацию. Существует ли понятие «вегетарианское мясо»? Конечно же нет, потому что вегетарианцы, они в принципе не едят мясо. Но такой продукт можно сделать из других компонентов. Правда, он будет не настоящим. То же самое и с понятием «христианская Пасха». Люди захотели изобрести, они изобрели. Но как же Библия? Посмотрим выборку «Все места Нового Завета», где говорится о Пасхе. Везде это иудейская Пасха и только. В 1 Коринфянам, где говорится о том, что Иисус словно закланный за нас ягненок, говорится вновь о бездрожжевом хлебе. Я хочу с вашей помощью рассмотреть вот значение самого кулича. А кулич, а сама Пасха? Интересный вопрос, не правда ли? И думаю, что традиция достаточно давняя. Все чрезвычайно просто. Все верно, просто. Это языческий, эротический символ плодородия. Ведь понятно, что в России на протяжении столетий куличи пекли в печке. А кулич превратился постепенно в такое особое блюдо. Кулич есть не что иное, как символ преображенного Христовым воскресением космоса. О, как завернул. Нет, к сожалению, кулич – это символ фалоса. Культ плодородия распространился по всему миру, в той или иной форме, и, конечно, был и у славян. Символ освящения всех земных стихий, огня, воды, земли. Кулич – это наша русская, наша Праздничная еда. Да, праздничная еда. Итак, это язычество, которое имеет различные формы и проявления у разных народов. Вот Монголия, вот Колумбия, а вот это Россия. Смотрите, даже церковь этой формы. В западных странах христианская Пасха называется Иста.
Еще с 8 века нашей эры известно, что это слово происходит из языческого культа плодородия. Это общедоступная информация. Восходит культ к богине плодородия Астарте, или Иштар, или Исте. Атрибутом этого праздника является кролик, персонаж, известный своими половыми способностями. Что меня поражает больше всего, так это, что родители не стесняются и даже рады приучать своих детей к... Кстати, вы еще не забыли? Это праздник Воскресения Христа. Последний вопрос. Так что же заповедал Иисус своим последователям? Во время Тайной Вечери Он не сказал отмечать Его воскресение. Он сказал вспоминать о Его жертве. Делайте это в воспоминании обо мне. Сегодня на земле есть настоящие христиане. Интересно, что это те, кого так люто ненавидят поклоняющиеся куличам и кроликам, и кого призывают запрещать и преследовать. Они послушны Иисусу еще в одном повелении – «Идите и проповедуйте». Интересно, кто же это?